Меня зовут Любовь. Я воспитываю чудесного мальчика Матвея. Ему 5 лет. У нас генетическое заболевание ахондроплазия. Наше заболевание связано с тем, что трубчатые кости, они не растут. У них нет зон роста. Поэтому за счет укорочения всех конечностей ростик будет маленький. Сказали, скорее всего, спонтанная мутация, потому что в роду таких не было. Конечно, изначально нам другой диагноз поставили. Сказали, что ребенок родится мертвым, то есть вообще не будет ребенка. Поэтому, зная, когда в животе пинается ребенок, и при этом говорят о том, что его не будет, это очень тяжело. Но Бог, наверное, дал силы, Бог дал хорошую акушерку. Я родила, он заплакал, все были счастливы, муж плакал. У нас наложилось на наше заболевание отклонение грудной клетки. У нас келевидная грудная клетка. Легкие были практически никакие. В период с 2 и до 4 лет у нас было 5 или 6 пневмоний, у нас было 5 реанимаций. Во второй реанимации ребенок умирал, то есть у него была остановка дыхания, остановка сердца, его реанимировали. Но потом с возрастом, конечно, она начала немножко расходиться, расправляться, и ушли вот эти заболевания. Начиная с самого рождения, когда у нас была ситуация стояла о том, что вообще не будет ребенка, то есть вообще. И когда все-таки оказывается, он родился, он живой, наверное, на тот момент уже было, знаете, вот такое, когда люди знают, любят их, хоть какой-то, зато живой. Вот так вот. Потом второй был такой же переломный момент, когда у нас была вторая реанимация, что-то, наверное, 2 года было, может быть, чуть больше, когда он чуть не умер. То есть после этой реанимации было он даже не ходил, то есть ребенок даже ходить разучился, была очень долгая реабилитация, очень долгое восстановление всего-всего-всего. Ну, очень много радости, конечно, доставляет именно то, что, видя его каждый день, есть достижения, есть сдвиги в развитии, сдвиги в каких-то интересах. И ребенок, по нему видно, он счастлив, он живет в любящей семье, у него есть мамы, бабушки, папы, дедушки, друзья, родственники, которые очень тепло к нему относятся. Он просто счастливый ребенок. А то, что у него есть отклонения физические, какие-то умственные отставания, психологические проблемы и все остальное. Мне, как матери, очень важно это, что для него это, в принципе, большой роли не играет. Это для меня больше играет, за это я борюсь, мы с ним занимаемся, я что-то, занятия ездим, физическая, то есть культура, то есть ребенка к врачам, все по графику, все, чтобы, не дай бог, не было каких-то, то есть все, что могу, прикладываю. А на него посмотришь, вы знаете, просто счастливый ребенок, наверное, это очень греет душу, который есть свои заботы, есть свои интересы, свои вкусы, свой характер, который он может проявить, иногда покричать и ногами потопать, если что-то там не по его. Все-таки здоровье в нашей жизни, это, наверное, самое главное. Был бы здоров человек. Ну и, конечно же, к нему идет обязательно любящая семья, чтобы была. Хоть у родителей, хоть у детей. Обязательно. То есть должны быть рядом близкие люди, которые бы поддержали, которые будут всегда за, которые протянут руку помощи, если ты вдруг попал в такую ситуацию. Любви большой, терпения большого. Просто, чтобы все были счастливы.